Нас объединяет русская идея, русская мечта, мечта о величии России. Таков современный лозунг российских фашистов. Мы подробно рассказывали о Малафееве и Царьграде в другом видео. Если вы не смотрели, посмотрите во всплывающей плашке, которую вы видите сейчас на экране. Малафеев богатеет, а правые крепнут. Что делать коммунистам? Сегодня мы, команда канала Перемен, расскажем, что такое настоящий антифашизм, откуда растут ноги фашизма и что делать коммунистам. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра. Чтобы понять, что такое антифашизм, нужно разобраться в том, что такое фашизм. По выражению Троцкого, фашизм – это Фашизм, как массовое движение, это партия контрреволюционного отчаяния. Очередь для фашистского режима наступает тогда, когда нормальных военно-полицейских средств буржуазной диктатуры вместе с их парламентским прикрытием становится недостаточно для удержания общества в равновесии. Через фашистскую агентуру капитал приводит в движение массы ошалевшей мелкой буржуазии, банды деклассированных, деморализованных люмпинов, все те бесчисленные человеческие существа, которые финансовый капитал сам же довел до отчаяния и бешенства. От фашизма буржуазия требует полной работы. Раз она допустила методы гражданской войны, она хочет иметь покой на ряд лет. И фашистская агентура, пользуясь мелкой буржуазией как тараном и сокрушая все препятствия на пути, доводит работу до конца. Победа фашизма ведет к тому, что финансовый капитал прямо и непосредственно захватывает в стальные клещи все органы и учреждения господства, управления и воспитания, государственный аппарат с армией, муниципалитеты, университеты, школы, печать, профессиональные союзы, кооперативы. Значит, фашизм возникает тогда, когда есть борьба рабочего класса, когда есть угроза частной собственности на средства производства. Далее Троцкий пишет. Фашизм приходит только тогда, когда рабочий класс показывает полную неспособность взять в свои руки судьбу общества. Фашизм каждый раз является последним звеном определенного политического цикла, состоящего из следующих элементов. Тяжелейший кризис капиталистического общества, рост радикализации рабочего класса, рост симпатий к рабочему классу и стремление к переменам со стороны сельской и городской мелкой буржуазии, крайняя растерянность крупной буржуазии, его трусливые и коварные маневры, направленные на то, чтобы избежать революционной кульминации, истощения пролетариата, растущее замешательство и безразличие, обострение социального кризиса, отчаяние мелкой буржуазии, ее стремление к переменам, коллективный невроз мелкой буржуазии, ее готовность верить в чудеса, ее готовность к насильственным мерам, рост враждебности к пролетариату, обманувшему его ожидания. Получается, с фашизмом можно бороться только усилением организации рабочего класса, выходом борьбы на новый уровень, не бояться физической борьбы с ним. Фашизм находит бессознательных помощников во всех, кто говорит, что физическая борьба недопустима или безнадежна, и требует от Думерга разоружения его фашистской гвардии. Нет ничего более опасного для пролетариата, особенно в нынешней ситуации, как засахаренный яд ложных надежд. Ничто так не увеличивает наглость фашистов, как дряблый пацифизм со стороны рабочих организаций. Ничто так не подрывает доверие среднего класса к рабочему классу, как выдержка, пассивность и отсутствие воли к борьбе. В России же путинский режим правит с помощью классических для бонапартизма инструментов – полиции и чиновничьего аппарата. Фашистские группировки у нас в России имеют место, и режим стремится использовать их в своих интересах. Кстати, подписывайтесь на наш канал, скоро мы сделаем цикл роликов про современные фашистские формирования в РФ. За пределами России использовано фашистских организаций, таких как «Братья Италия», Джорджи Мелони. Партия, которая по своему общему характеру не является фашистской, все равно может иметь членов, которые являются убежденными фашистами. Правые лидеры у власти могут поощрять настоящих фашистов организовываться более открыто, даже если эти лидеры сами не являются фашистами. Они могут даже в какой-то степени обхаживать их, как это сделал Трамп, ссылаясь на такие группы, как Proud Boys.
На Украине фашистские группы, такие как батальон Азов, даже смогли войти в состав силового аппарата государства. Хотя общий характер самого украинского государства фашизмом назвать сложно. То есть по отношению к государственным институтам крупной буржуазии фашисты заняли роль вспомогательных сил. Смысл понимания фашизма заключается в том, чтобы лучше понимать, как с ним бороться. Очень показательный пример, когда Джорджа Мелони стала премьер-министром Италии в 1922 году. Британская социалистическая рабочая партия SVP написала статью под заголовком «Называйте Мелони, кем она является, на самом деле, фашистской». В ней они писали: Но хотя у Мелони нет фашистских банд, все остальное пугающе похоже на Муссолини. это очень глупо. Это все равно, что утверждать, будто Чихуахуа это на самом деле хаски, только у нее нет таких размеров, и прошла она из Мексики. Фашисты нападают на рабочих. Это значит, что рабочим надо быть готовым дать отпор. Фашисты не обязательно должны захватывать власть, чтобы быть опасными. Даже маленькие группы фашистов могут создавать проблемы коммунистам и рабочему движению. Собрания, где есть какой-либо ожидаемый риск нападения со стороны фашистов, должны быть хорошо организованы на противостояние фашистам. Хорошая организованность также может быть важной при столкновении с угрозой насилия со стороны полиции. Мобилизация в достаточной степени, чтобы превзойти фашистов по численности, также помогает обеспечить безопасность. Оценка масштаба угрозы помогает определить необходимый уровень защищенности. В 1934 году, когда фашизм уже завоевал Италию и Германию, а вооруженные фашистские банды все чаще нападали на рабочий класс во Франции, Троцкий написал памфлет «Куда идет Франция?», в котором призвал к формированию рабочей милиции, написав, что Должны существовать и быть обучены, подготовлены и вооружены пролетарские боевые отряды. он утверждал, что они должны быть созданы демократическими организациями рабочего класса, говоря, что заговорческие генеральные штабы без открытой мобилизации масс в момент опасности останутся бессильны висеть в воздухе. Подводя итоги взаимоотношений, он писал, цитата: Без поддержки масс милиция – ничто. Но без организованных боевых отрядов самые героические массы будут по частям разгромлены фашистскими бандами. Противопоставлять милицию самообороне – глупость. Милиция – орган самообороны. Троцкий также объяснил, как это поможет подготовить рабочий класс к революции, как с точки зрения организации, так и политической уверенности. Революция происходит, когда постоянная классовая борьба в обществе становится открытым конфликтом между классами. Долг революционной партии – подготовить рабочий класс к этому моменту и к завоеванию государственной власти. Он сказал: Тот, кто думает отказаться от физической борьбы, должен отказаться от всякой борьбы, ибо дух не жив без плоти. мы должны быть готовы к физической борьбе. Рабочее движение и антифашисты не могут надеяться на государство или союзы с либералами в борьбе с фашистскими организациями. Все мы помним, как отказали в возбуждении уголовного дела в отношении напавших на комсомольцев в Ярославле. Об этом мы писали в своем телеграм-канале. Переходите по QR-коду на экране. В конечном счете и государство, и фашисты существуют для того, чтобы защищать капитализм. Либералы существуют в надежде заменить собой Бонапарта и далее встать на защиту капитализма. Иногда государство может принимать меры против фашистов, особенно под давлением. Но это может быть палкой о двух концах, поскольку любое принятое законодательство или созданный таким образом прецедент с большей вероятностью будет использованы против левых в будущем. Вместо этого рабочие организации должны полагаться на собственные силы в борьбе с фашистами. В 1936 году, когда Британский союз фашистов Освальда Мосли заявлял о 40 тысячах членах, они организовали марш в Восточном Лондоне своих чернорубашечников. Это была преднамеренная провокация в районе с еврейским населением. Лидеры лейбористской партии и коммунистической партии, которая была влиятельной в то время, советовали не вступать с ними в конфронтацию, как и лидеры еврейской общины. Однако рядовые члены не приняли этот призыв, предпочтя встретиться с врагами человечества лицом к лицу в организованном противостоянии. 300 тысяч человек собрались, чтобы остановить фашистские орды. Евреи, ирландские докеры, молодежь и женщины. Все части рабочего класса собрались в единый боевой кулак против гнилья Мосли. Были возведены баррикады, и антифашисты столкнулись с полицией, которая пыталась расчистить путь фашне. И фашистам ничего не оставалось, как отменить свой марш. Они унизительно отступили. Сегодня эти события помнят под именем «Битва на Кейбл-стрит». Она стала ключевым моментом в остановке роста влияния фашистов в Англии,
Этот пример, на который нам следует ориентироваться. Борьба с фашизмом является прежде всего политической, и политическая основа, на которой она организована, является ключом к ее успеху. Как писал Троцкий, Милиция сама по себе не решает вопросы. Необходима правильная политика. сталинисты поддерживают идею Народного фронта. Это широкая коалиция против фашизма, включавшая не только партии рабочего класса, но и демократические, капиталистические партии. На самом же деле это подчинение рабочего класса голосу капиталистов. Они говорят: Вопрос о социализме должен быть отложен до тех пор, пока фашисты не будут побеждены. сами условия, которые привели к фашизму, сохранялись. Это подрывает возможность отвратить людей от поддержки фашизма. Такой подход сеет ложные иллюзии у некоторых капиталистических политиков. Даже самые либеральные капиталисты в первую очередь являются капиталистами, а во вторую – демократами. И с радостью выступят против своих союзников из рабочего класса, когда для этого подойдет время. Самопровозглашенные социалисты могут объявлять кампании, жертвуя собственным декларируемым принципом ради того, чтобы получить широкое движение. Они создают платформы, на которых те самые капиталистические политики, чья антирабочая политика создает плодородную почву для правых, чтобы сеять свои разделяющие рабочий класс концепции, не сталкиваются с выражением и критикой. Вступаем в блоки с буржуазными организациями, надеемся на договоренности с ними, то рано или поздно мы оказываемся у разбитого корыта. То, что мы наблюдаем, и, так сказать, как эти события сказываются на движении в России, оно как бы совершенно очевидно. Сначала массовый протест, совершенно справедливый протест против, так сказать, олигархического правительства Януковича привел к власти националистическую, с националистической риторики одну из фракций буржуазии на Украине. Массовое вытеснение и погромы левых организаций сместили их на юго-восток, где они блокировались с русскими националистами. Через некоторое время коммунисты оказались между двух огней, и в конечном итоге уже сейчас в так называемых ДНРах и ЛНРах наши товарищи вынуждены действовать так же в подполье, как и, так сказать, на территории, контролируемой киевским правительством. Когда рабочая молодежь, так сказать, с горного техникума и с молодые рабочие шахты имени Затятька организовывали марксистский кружок в Донецке, им заявили, что нефиг читать Маркса, это не положено, и разогнали этот кружок. У нас в России, в Москве шовинисты нам что-то плетут о том, что какая-то там антифашистская борьба. Не бывает абстрактной антифашистской борьбы. Фашизм, национализм есть закономерное порождение капитализма. Есть только один способ борьбы с фашизмом. Это борьба за рабочую власть, борьба за коммунизм. Все остальные способы борьбы с фашизмом есть ложь. Вместо этого Троцкий выдвинул идею единого фронта. Это можно резюмировать в его фразе «бить вместе, идти врозь». Различные массовые политические организации рабочего класса должны работать вместе, чтобы физически защищать друг друга и противостоять фашистской угрозе. Однако революционеры также должны сохранять свою политическую независимость, а не подписываться под совместной программой реформистами. Техническое сотрудничество для защиты помещений, неподцензурной прессы, собраний и так далее может быть согласовано. Не должно быть никаких общих политических дел с врагом в лице капиталистического класса. Это единство в действии значительно усилило бы борьбу против фашизма и могло бы помешать ему прийти к власти. По сути, борьба с фашизмом не может быть отделена от борьбы за социализм, который является единственным способом положить конец ужасам капитализма. Это единственный способ навсегда положить конец фашизму и другим формам реакции, которые система приносит с собой. Это единственный способ гарантировать жизненный уровень рабочего класса и средних слоев общества. Короче, фашизм победил только в тех странах, где консервативные рабочие партии не дали пролетариату захватить власть. Например, в 1929 году Коммунистическая партия Германии сорвала революцию. Это поставило общество в тупик. Только в таких условиях и мог подняться фашизм. Пролетариат не смог захватить власть, и империализм начал регулировать экономику по-своему. Фашистская партия стала государственной властью.
Правительственные силы не могли ужиться с частной собственностью и национальными границами. Империализм пытается решить это противостояние, расширяя границы и захватывая новые территории. Тоталитарное государство, которое подчиняет все аспекты жизни финансированию капитала, создает сверхнационалистическое государство и империалистическую империю, которая господствует над континентами и всем миром. Значит, мы должны выдвигать переходные требования, должны предложить реальную программу борьбы за власть рабочего класса. Не полумеры, не слабовольную стратегию победы, а реальную коммунистическую программу. Так суждено, что наши идеи станут более популярными, а фашисты и реакционеры отойдут на второй план и будут ожидать нашего ослабления. У нас, коммунистов, много дел. Кружки, профсоюзы, медиа, просвещение, физическая подготовка. Революционеры должны понимать, что такое фашизм и как его победить. Однако это лишь один аспект величайшей задачи, стоящей перед человечеством. Свержение капитализма и построение социалистического будущего. Привлечение рабочего класса к этой позиции и создание революционной партии, способной привести их к власти, самая важная работа, которую мы должны выполнить и достичь великих перемен.